Моя болезнь называется дистрофией сетчатки, и вот так я вижу мир вокруг. Я вежливый, но могу не подать руки. Я не грубый, но могу обидеть человека. Я предельно внимательный, но все время спотыкаюсь. Моя болезнь не лечится. Скоро я ослепну совсем. Сетчатка – это оболочка, которая выстилает глаз изнутри. Если клетки сетчатки работают неправильно, она разрушается. Это приводит к слепоте. Это заболевание неизбежно ведет к тотальной потере зрения. Сказать, что мой мир изменился, это значит ничего не сказать. Я все хуже вижу, и я вижу все меньше. Этот мир потихоньку вокруг меня сокращается. Я пошла к врачу, мне поставили такой диагноз и сказали, что это не лечится, стало страшно за будущее. Даже страшно не ослепнуть, а скорее ослепнуть в одиночестве. Точнее, не ослепнуть в одиночестве, а страх одиночества в темноте. Эмоционально это, конечно, очень страшно. Естественно, вот эта стадия неприятия, отрицания. Я плакала по ночам. Я как-то один раз даже закрыл глаза и попробовал походить по квартире, умыться с закрытыми глазами. В принципе, у меня это получилось, но очень страшно, и ты понимаешь, что дальше это будет все чаще и чаще, и как-то себя готовишь к этому. Есть, конечно, чувство зависимости от людей. Мне это очень не нравится. В нашем случае потеря зрения – это не просто нечетко видеть, к сожалению. Это гораздо хуже, это дезориентация. Такая наверное, полнейшая дезориентация в пространстве, среди людей. В моем случае эта болезнь, она не только резко вспыхнула, но и она была очень такая активная, и зрение быстро терялось. То есть в 19 лет мне поставили диагноз, а в 25 лет я уже совсем не видел. При дистрофии сетчатки диагнозы различаются: пигментный ретинит, болезнь Штаргартта, макулодистрофия, синдром Ашера, амавроз Лебера и десятки других. В России дистрофией сетчатки страдают около 2 миллионов человек. Каждый год у нескольких тысяч детей выявляют это заболевание. Если диагноз ставится в старших классах школы, что происходит достаточно часто, то это двойной удар для пациента и его семьи, потому что рушится карьера, ожидания от жизни и возможность реализовать себя полноценно. Для меня это стало очень большим потрясением. У меня была цель стать профессиональным бойцом смешанных единоборств, но офтальмолог сказал мне, что если я дальше продолжу заниматься спортом, то могу потерять зрение после одного единственного пропущенного сильного удара в голову. Я был активным парнем, который играл в театре, занимался спортом. Учился я на инженера, специальность полностью завязанная на зрительные функции. По сути, этот диагноз поставил крест на всем, чем я занимался. Я по образованию хореограф, и какое-то время мне удалось еще все-таки поработать. Я работала с маленькими детками. Пришлось сменить работу. И это, конечно, это очень сложно, потому что на улице, когда подходили маленькие детки, здоровались и спрашивали, почему я больше к ним не прихожу, я не знала, что ответить. Со временем я думаю, что я просто перестану работать. С кем я буду впоследствии работать, я не знаю. Каким способом я буду зарабатывать деньги, я тоже не знаю. В моем окружении сейчас люди умственного труда, и это люди с высоким IQ. И на самом деле, когда я буду работать, допустим, я не знаю, собирать крышечки какие-нибудь, я просто даже не знаю, что делают инвалиды по зрению еще. И вокруг тебя на самом деле будет общество совершенно другое, это очень тяжело, это тяжело морально. На текущий момент известно порядка 300 молекул, причастных к нарушению зрения. Поломка молекулы происходит на уровне ДНК.
Современные технологии позволяют отредактировать, починить сломанную молекулу на конкретном участке ДНК. В этом суть генной терапии. Одна из 300 молекул уже успешно лечится на Западе. Ключевая роль в разработке лекарств в западных странах принадлежит благотворительным фондам, биотехнологическим компаниям и венчурным инвесторам. В России в основном идет процесс адаптации тех молекул и препаратов, которые разработаны за рубежом по процессам импортозамещения. И в России есть единичные подходы и активисты, которые также разрабатывают лечение. В настоящий момент в нашей стране не проводится лечение подобных заболеваний. И я очень хотел бы, чтобы Министерство здравоохранения нашей страны обратило на это внимание. Нам очень важно, чтобы эти технологии развивались не только там где-то, где мы слышим, а именно у нас, в нашем городе Москва, в нашей стране Россия. Потому что специалисты у нас есть, база у нас есть соответствующая, имеется в виду клиническая, врачебная, а вот финансирования для того, чтобы решать эти проблемы, практически нет. Генная терапия – это на сегодняшний день очень дорогая технология. И, конечно, без поддержки бизнеса, без поддержки государства начать разрабатывать препараты генной терапии очень сложно. Разработка лечения – процесс многоступенчатый. На первом этапе возникает идея, как лекарство может помочь. Дальше гипотеза превращается в компьютерную модель. Идет проверка того, как будет работать лекарство. Далее испытания на животных и на клеточных линиях. И только потом проверяют безопасность и эффективность препарата у людей. Мы, конечно, все живем этой надеждой. На самом деле никто не хочет думать о плохом. Я надеюсь на новые технологии. Хочется видеть лицо детей. Думаю, что будут внуки, хочется их и видеть. С этим заболеванием, я думаю, что в скором будущем просто распрощаемся. Мы все очень верим в то, что все-таки медицина будет развиваться, и очень хотим, чтобы она развивалась и в нашей стране тоже в области офтальмогенетики. Мы все очень верим в то, что мы останемся в ряду здоровых, зрячих людей. Раньше, около 30 лет назад, диагноз дистрофия сетчатки был приговором неизбежной потери зрения. Все кардинально изменилось, когда в мир вошла эра персонализированной молекулярной медицины. На Западе уже есть лечение. Чтобы оно стало доступным в России, не хватает только одного – финансирования. Врачи говорят, что моя болезнь пока не лечится, но я очень надеюсь, что скоро появится лекарство, и оно меня вылечит. Мы хотим видеть вашу помощь.